Приветствую вас на канале Верстка Live. Сегодня мы создадим простой, но очень интересный слайдер. Данный проект отлично подойдет для начинающих веб-разработчиков и поможет получше разобраться с DOM-манипуляциями. Погнали! Для начала создадим HTML-структуру для нашего слайдера. В теге body добавим div с классом slider. Внутри него будут расположены две кнопки и картинки. Создадим кнопку button type button с классом slider pref. Добавим еще одну такую же кнопку, только изменим класс slider next. Вместо иконок я буду использовать спецсимволы. Сейчас покажу, где можно найти. Переходим на сайт calcus.ru. Ссылку я оставлю в описании и находим кавычки. Вот. Для левой кнопки выделяем и копируем. Вставляем. И для правой кнопки выделяем, копируем и вставляем. Отлично. Теперь нам остается только создать тег img. Заранее я создал папку с картинками, 5 штук. Нам остается лишь указать путь к папке img и название картинки 01 JPEG. Далее добавим класс slider slide и не забудем про alt картинка. Сделаем несколько копий и поменяем лишь название. 5. Отлично. HTML структура готова. Перейдем к стилизации. Для начала добавим обнуление стилей. Margin 0, padding 0 и box size border box. Body сделаем flex контейнером и все элементы внутри него расположим по центру. На всю высоту экрана. Укажем фон. Для слайдера пропишем position relative. 80% ширина. Максимальной шириной 600 пикселей. Высота пусть будет 400. Overflow hidden. И border radius 10 пикселей. Для того, чтобы скруглить углы по краям. Для слайда. Слайдер slide. Делаем position absolute на всю ширину и на всю высоту родителя. Также object fit cover. Это нам поможет сохранить пропорции изображения относительно слайдера. Для начала скроем и добавим плавности при появлении. Opacity. Для активного слайда, у которого будет класс Active, мы добавим Opacity 1. Пропишем стили для кнопки. Также Position Absolute. Ширина 40 пикселей, высота 40. Шрифт для кавычек 24 пикселя, паддинг
для того, чтобы выровнять по центру. Далее выровняем саму кнопку относительно родителя по вертикали, по центру, и добавим фон. Цвет для стрелки будет белый. Уберем бордер, границы, курсор pointer, Z-индекс 5. Это нам позволит расположить кнопки поверх слайда. И сделаем кнопку круглой. 50%. Также добавим плавности для фона. Его мы будем менять при хавере. Остается расположить только по краям кнопки. Слайдер Pref слева на 10 пикселей. И кнопка справа. Слайдер Next. Right. 10 пикселей. Button при наведении будет меняться фон. Отлично. Теперь перейдем к JavaScript. Все манипуляции будем производить уже после того, как загрузится дерево дом. Поэтому напишем обработчик событий и укажем дом content loaded. Далее создадим анонимную функцию и в ней будем расписывать все наши процедуры. Вначале объявим все переменные. Переменные slides будут храниться все слайды, соответственно, будет массив. Создадим переменную для кнопки влево. И для кнопки вправо. Далее создадим переменную, которая будет хранить индекс текущего слайда. Назовем ее current slide. И в начале запишем в нее 0. Для того, чтобы был показан первый слайд. После этого создадим функцию, которая будет отображать только один слайд. Назовем ее showSlide. В ней получать будем индекс. В этой функции пройдемся по всем слайдам. Нам также потребуется индекс. И в этой функции мы будем добавлять либо убирать класс Active. Но только в том случае, если индекс слайда равен индексу элемента. То есть
current slide, то есть в этом массиве мы получаем индекс элемента и сравниваем его со значением передаваемого индекса, который мы будем передавать в других функциях. Сейчас напишем. Функция для перехода к следующему слайду будет называться next slide. В ней мы текущему слайду будем добавлять единицу и запишем модуль от длины массива слайдов. Тут немножко поясню. С этим все понятно. Мы к нулю вначале, например, добавляем единицу. То есть 0 плюс 1 равно 1, соответственно, в самом начале. И берем модуль от числа. То есть, если мы делим на количество слайдов, например, у нас 5 длина массива. Если у нас результат этого выражения не равен нулю, то мы идем дальше. Продолжаем 1 плюс 1, делим на 5. Все отлично. И так доходим до 4-го слайда, когда мы прибавляем единицу и делим на 5. В итоге у нас результат получается 0, и слайд запускается по второму кругу. Надеюсь, понятно. И после этого запускаем функцию showSlide, в которую передаем индекс слайда. Далее то же самое практически с функцией перехода к предыдущему слайду. Единственное, мы назовем ее prefSlide и немножко изменим выражение. От текущего слайда мы будем отнимать единицу и прибавлять длину массива слайдов, для того, чтобы у нас всегда было положительное число. После этого берем модуль от длины массива. И также само запускаем showSlide, которым передаем current slide, индекс слайда. И все, что нам остается, это назначить обработчики событий для кнопок. NextBTN, клик, NextSlide и prefBTN, prefSlide. Для того, чтобы у нас в начале появился слайд, мы сразу же запускаем функцию showSlide, которую передаем индекс слайда, то есть 0. Все, отлично. Остается только проверить. Все работает отлично. Слайды переключаются. Мы видим плавную анимацию, hover эффект на кнопке. Все работает как надо. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет еще много интересного. Спасибо за просмотр.